Теплый вечер окутывал город мягким светом фонарей. Тучи, как казалось, рассеялись, оставив позади себя лишь легкое облачное одеяло, которое вместе с жадными лучами заходящего солнца создавало атмосферу уюта. Солнце медленно исчезало за горизонтом, оставляя после себя нежные розовые и золотые оттенки, переливавшиеся в небе. Улицы постепенно наполнялись вечерними звуками, гудением машин, доносящимися издалека голосами людей и смехом детей, играющих на площадке. Город, казалось, начинал свой вечерний ритм, отмеченный тем, что люди покидали работу, возвращались домой или отправлялись встречать друзей. Среди этой городской суеты на пустынной улице шагала девушка в спортивном костюме. Несмотря на то, что вечер обещал быть спокойным, Сара, профессиональный боксер, знала, что темные времена могут настигнуть даже в самых неожиданных местах. Ее шаги были легкими, но в них чувствовалась усталость. Усталость, которую накапливали интенсивные тренировки и тяжелые бои. Все это время, когда ее тело потело под нагрузками, она все же не теряла своей хрупкой, но в то же время успешной физической формы. Сара была уверена в себе, и ее стройная фигура, скрывающая мощь и силу, уже не раз удивляла окружающих. Спортивная сумка висела на ее плече, как напоминание о предстоящих победах, а в ушах звучала ритмичная музыка. Стуки ударов, с которыми она обычно работала на ринге, создавали специальное настроение, позволяя сосредоточиться на каждой детали тренировочного процесса. Когда Сара подошла к перекрестку, она заметила группу байкеров, собравшихся вокруг своих мотоциклов. Громкий смех и грубые шутки разносились по округе, привлекая внимание прохожих. Байкеры были в цветных кожаных куртках. Их мотоциклы выглядели массивно и угрожающе. Клубы дыма и выхлопа создавали вокруг них дополнительное ощущение силы. Несмотря на шум, Сара старалась не обращать на них излишнего внимания. Она знала, что в таких местах лучше держаться подальше от любых провокаций, понимать, что иногда лучшее решение – это просто пройти мимо. Это был ее отдых после долгих часов тренировки, и она не собиралась позволять кому-то нарушить ее спокойствие. Но внезапно один из них, высокий, с накачанной фигурой и наглым взглядом, заинтересовался Сара. Как будто она была мишенью, к которой он стремился. Он подошел к ней с уверенной походкой. Его глаза горели самоуверенностью. Его выражение лица говорило о том, что он не привык слышать отказ и ожидал, что она станет объектом его игры. Сара остановилась и почувствовала, как внутри нее закипает гнев. Она понимала, что ее привычные тренировки дали ей не только силу, но и стальные нервы. Ее глаза встретились с его, и, испытывая его дерзость, Сара положила спортивную сумку на землю, готовясь к худшему развитию событий. В это время другие байкеры, ободренные решимостью своего лидера, начали вытаскивать свои телефоны, собираясь запечатлеть тот момент, когда легкая девушка будет смеяна их свирепой компанией. Они, похоже, не понимали, с чем им придется столкнуться. Чересчур самоуверенные, они вообще не догадывались о том, что у Сары за плечами годы подготовки и боев на ринге. Скорее всего, они воспринимали ее как игрушку или замедленное видео, ожидающее их физического давления. Первый из байкеров, как только подошел к ней ближе, протянул руку, чтобы схватить ее за плечо. Но это было его последней ошибкой. В тот момент, когда его рука коснулась ее, молниеносный удар Сары пришелся ему точно в челюсть. Он не успел даже осознать, что произошло, как уже рухнул на асфальт, споткнувшись о собственные ноги, и больше не поднялся. Остальные ребята замерли на мгновение. Их смех замер, в глазах отразилось недоумение и шок. Сара знала, что не стоит терять времени.
Момент для реакции нужно было успеть использовать. Не дожидаясь, пока они восстановятся от шока, остальные байкеры подбежали к ней, полные уверенности в том, что смогут справиться с одной лишь девушкой. Она была готова. Ее движения, теперь уже словно танец, были стремительными и точными, как будто она повторяла отработанные движения. Удары следовали один за другим, в солнечное сплетение, в колено, в подбородок и снова. Каждый ее удар был продуманным и мощным, а каждая атака показывала, что это было искусство, которое она оттачивала долгие годы. Ударяла с точностью, и ее кулаки не сдерживали силы, потому что за каждым действием стояла решимость и уверенность. Прошло всего несколько минут, и, казалось бы, вся группа байкеров оказалась на земле. 5 мужчин, привыкших к преобладанию и самоуверенности, корчились на асфальте, понимая, что их физическая сила ничего не значила против ее тренированности и смекалки. Сара, чуть запыхавшаяся, но совершенно спокойная, стояла над ними. На ее лице не было ни следа страха, ни злости, только легкое презрение к тем, кто решил, что может позволить себе подобное поведение. Байкеры не могли отвести взгляд. Их лица выражали шок и непонимание. Она подняла свою сумку, бросив последний взгляд на лежащих байкеров. В этом взгляде звучало не только сосредоточенное осуждение, но и понимание того, какая глупость заключалась в тех, кто считал, что внешняя сила превосходит внутреннюю уверенность и подготовку. Перемены в их жизни, несомненно, произошли в этот вечер. Они не ожидали, что их численное преимущество и грубые шутки сделают ее уязвимой. Когда Сара развернулась и пошла дальше, уверенность в себе вновь окутала ее. В этот момент ей стало совершенно ясно, что каждый выход на ринг приносил не только удары, но и уроки, которые остались с ней на протяжении всей ее карьеры. Она ощутила легкость в теле, умиротворение в душе. Этот вечер стал для нее не просто очередным выходом в город, а знаком едва ли не нового этапа в жизни. По пути домой, шагая по знакомым улицам, она понимала, что впереди ее ждут новые тренировки, усиленные рабочие дни и, возможно, даже новые чемпионаты. Для Сары каждый день — это возможность, это шанс на успех в будущем. Она никогда не забывала о том, что физическая сила может быть мощным инструментом, но истинная мощь заключается в уверенности и внутреннем самообладании. В тот вечер она напомнила себе о том, что даже в самых необычных обстоятельствах, где кажется, что трудности наваливаются с огромными горами, всегда есть выход и пути к победе. Сторонящими в ушах воспоминаниями о том, как байкеры наблюдали за ней с открытыми ртами, ее сердце наполняло ощущение победы, каждого этого мгновения, даже если оно лишь возникло на мгновение. Она осознала, что в моменты борьбы с неприятностями проявляется настоящая ее сила, и это знание было ее личным достижением. Сара надеялась, что урок, который она преподнесла своим противникам, будет глубоко воспринят ими и запомнится на долгое время. Теперь, когда ее шаги удивляли саму себя, той, что могла справиться с трудностями, она знала, этот вечер будет придавать ей уверенности при любом столкновении. Ее путь не заканчивается здесь. Впереди продолжала ждать новая жизнь, новые победы и достижения. Она была не просто боксершей, она была воином, способным противостоять не только физическим, но и умственным вызовам. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Эта встреча
оказалось не просто спонтанным событием, а уроком, который касался самой сути человеческой силы, веры в себя и своих возможностях.